Поговорим о том, как удивить мужчину в постели, и в этом видео расскажу вам один самый действенный, самый верный способ. И мы будем с вами именно разговаривать, это не монолог, а диалог, потому что комментарии под этим видео открыты. Вы можете писать там ваше мнение, делиться вашими историями. Я все комментарии читаю и отвечаю на них активно, то есть общаюсь с вами. Здравствуйте, я психолог Наталья Корнеева, и одна из моих специализаций – это психолог-сексолог. Поэтому я с вами так уверенно буду говорить на тему постели, интимной жизни, секса и удовольствия. В современном мире вы не удивите уже мужчину короткой юбкой или какими-то разными сложными позами или техниками глубокого минета, потому что этого всего очень много. Очень много порнографии, мужчины видели уже вот чего они только не видели. Но есть одна вещь, одно действие, которое останется ценным всегда, несмотря сколько времени проходит, насколько раскрепощение в сексе становится более распространенным, информация более доступной, секс более доступным. Вот то, что я сейчас назову, оно будет ценно всегда, в любое время. И это женский оргазм. К сожалению, часто очень многие женщины путают просто сексуальное удовольствие с оргазмом. Им кажется, что если было хоть как-то приятно, то, наверное, это и есть тот самый оргазм. На самом деле оргазм – это пик удовольствия, пик наслаждения и некая точка невозврата. Когда вы испытали такие приятные чувства, и чувствуете, что вот-вот-вот все, это уже не вернуть. То есть я не могу это продолжить. Вот он, пик случился, и процесс закончился. У оргазма есть несколько стадий. И очень часто женщины не испытывают оргазм, потому что они не научили свое тело его испытывать, потому что они проскакивают важную фазу возбуждения, а она состоит еще из нескольких подфаз. То есть не делают определенную качественную прелюдию, которая необходима для достижения оргазма. И почему же ваш яркий оргазм, причем не эмоциональный, это не про то, что нужно кричать, стонать, понимаете, настоящий оргазм никогда ни с чем не перепутаешь. И вы никогда не сможете его наиграть. Если женщина в постели играет, изображает этот оргазм, громко сжимает постель руками, то это может выглядеть эффектно. И мужчина может подумать, наверное, ей сейчас было очень хорошо со мной. Но бессознательно его мозг всегда сканирует эту фальшь. И он всегда потом на уровне ощущений будет чувствовать вот этот запашок лжи, привкус фальши. Поэтому такой настоящий яркий оргазм, который, к сожалению, в наше время, несмотря на секс-просвещение, несмотря на такую доступность информации, далеко немногие женщины умеют испытывать, потому что ему нужно научиться. Нужно научить свое тело его испытывать, научить свой мозг, потому что оргазм на самом деле зарождается в голове, в мозге. Мозг при определенных условиях дает импульс испытать эти яркие, ни с чем не сравнимые эмоции. И если женщина по-настоящему, правда, испытывает оргазм, это еще такое, знаете, сокращение внутри мышц, то мужчина будет к ней очень сильно тянуться. Потому что у нас есть в голове такая связка. Раз этот человек испытывает оргазм со мной, значит, я такой хороший. У вас же тоже есть такое, да, понимание, что если мужчина со мной не испытывает оргазм раз за разом, значит, ему со мной нехорошо. Если вы с мужчиной не испытываете раз за разом оргазм или наигрываете его, но он бессознательно все равно всегда понимает, что это неправда, то у мужчины тоже есть в голове связка. Если она со мной не испытывает удовольствие, пик удовольствия, оргазм, значит, ей со мной нехорошо. Если ей со мной нехорошо, то что я тогда с ней делаю? И вот это вот притяжение, когда людей на чувствах влюбленности магнитят друг к другу, оно не наступает. Для этого притяжения нужны оргазмы. Сейчас будет минутка рекламы. Если вы хотите научиться испытывать оргазм, найти его и сделать его ярче, то вам поможет мой курс, который специально на эту тему. Ссылка внизу под этим видео. По данным исследований, сегодня очень-очень маленький процент женщин правда испытывает оргазм. И очень большое количество женщин этот оргазм наигрывает. И таким образом
вы, если вдруг это ваша история, ваш случай, вы вредите отношениям дважды, вдвойне, в 2 раза больше. Если вы просто не испытываете оргазм с вашим партнером, это одна история. И если вы когда-то захотите изменить это, научиться улучшить вашу сексуальную жизнь именно с этим человеком, то вы начнете как бы условно с чистого листа. Если вы уже наигрывали ему, своему партнеру, оргазм много раз, то, знаете, для него будет удивительным, если вы начнете что-то менять в вашей сексуальной жизни, если вы однажды ему скажете: слушай, а давай вот это, потому что я как бы оргазм-то с тобой не испытываю. Он скажет: а что же все это, прости, что было до этого? А вы скажете: извини, это игра. Понимаете, да, так не работает. Конечно, есть техники определенные и на этот случай. Все поправимо. Непоправимых вещей здесь нет, но это намного серьезнее. Поэтому, если вы стоите перед выбором быть честной, открытой с партнером, прости, удовольствие испытала, но вот оргазма не было. Или играть из себя женщину, которая испытывает оргазм, то я рекомендую лучше быть честной и открытой, потому что потом, если однажды вы решите изменить это, вам будет существенно легче. Итак, напоминаю, у нас не монолог, а диалог, поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях все, что думаете, что чувствовали, что вас удивило, с чем вы не согласны. Давайте общаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если досмотрели до конца. И до встречи в следующих моих видео на этом канале. Пока!